Итак, продолжаем. Мы с вами рассмотрели ключевые задачи эзотерики. Нужны правильные знания, тогда есть представление, способность понимать и рассуждать. Да, нужно освоить различные техники управления собой, и тогда можно перейти к накоплению энергии. Появился избыток энергии. Следующая задача логическая и актуальная, и то, что, собственно, лежит в основе эзотерики, это работа со способностями, раскрытие способностей. Какие способности, собственно, нам нужны на начальных этапах и над чем мы работаем на наших курсах? Да, есть то, что называется астральным зрением. Это когда мы смотрим в окружающий мир и видим, вот он человек, вокруг него там энергия, тонкие тела, душа, чакры, вот там эгрегоры. Мы видим вот пространство вокруг, воочию. Когда у человека такая способность есть, то его не нужно там в чем-то убеждать или переубеждать. Он все это просто видит, да, как там греки говорили, иди и смотри. Раскрыл способности, пожалуйста, иди в тонкий мир и изучай, как он устроен на самом деле. Там себя изучай, что есть на самом деле. Не нужно в чем-либо больше убеждать. Вторая способность – внутреннее зрение. Примерно как на экране ноутбука. Перед глазами вы видите необходимую информацию. Да, там есть дополнительные всевозможные механизмы. В первом приближении экран компьютера. Яснослышание, да, или внутри головы, там по телефончику беседуем на большом расстоянии, или слышим, что вокруг происходит. Это основные. Есть там ясновкус, яснообоняние, да, способность, да, управлять фантомами на расстоянии. Не все, но, по крайней мере, первый набор ключевых способностей – это способности воспринимать, да, звуки, образы, энергию, да, информацию из окружающего мира. Это нам позволяет дальше общаться с душой и с тонким миром, получать все, что нам нужно для решения ключевых задач. Да. Как свою судьбу изменять к лучшему, как из внутреннего мира все проблемы убрать и все лучше, все, что нам необходимо раскрыть, сформировать. Итак, это способности, которые нам нужны. В различных учениях, различных системах, конечно, отношение к способностям самое разное. Да, в материализме этого просто не существует, к сожалению. Да, смерть – это сон, поэтому материалист такой закореневший, умер, глаза закрыл, заснул, и там несколько десятков лет где-то там висит, я огрубляю, в гамаке. Вот это его пребывание между воплощениями. А другой человек, наоборот, часть книг есть на эту тему, когда перед тем, как перейти в мир иной, пишет себе план, где хочу побывать, с кем пообщаться, и потом тому или иному человеку, да, у которого, скажем, автоматическая запись работает, диктует свои впечатления, да, из других миров. Для материалистов этого не существует, для религий, для части религий работа со способностями – это грех. Хотя сами религии, они строятся на чем? Люди способны общаться с тонким миром и получать откровения. Там Библия таким образом написана, другие источники таким образом написаны. Люди, у которых есть способности, общаются с тонким миром и рассказывают о том, что они увидели, услышали, там, пророчества всевозможные. Да, но для религии это в том числе потеря своей аудитории, потому что работа со способностями – это эзотерика. Да? А в эзотерике раскрытие способностей – это одна из ключевых задач. Чтобы не нужно было, опять же, там, спорить, как устроен мир, давайте сходим и посмотрим. Давайте пообщаемся с теми силами, которые отвечают за конкретный вопрос. Да, иди и смотри. Поэтому это одна из ключевых задач. По самой технологии, как идет работа со способностями в первом приближении, нужно выполнить ряд условий. Да? По крайней мере, одно из них мы говорили, нужно сформировать избыток энергии, да, уже в 2 словах рассмотрели. Что нужно дальше? Нужно, чтобы не было кармических запретов. Да? То есть если человек использует способности не по назначению, не для развития, а, скажем, основная цель – узнать там выигрышный лотерейный билет или сделать гадость соседу. Его нужно лишить способностей. Он неправильно ими пользуется. Да. Никто не против для карьеры, для финансового успеха
их можно использовать, ну, все в своей степени, да, в своей мере. Да, основное это развитие, да, польза и себе, и этому миру. Поэтому второе, кармические ограничители, да, преграды, запреты, если есть, или самостоятельно, или на первых этапах с профессиональными духовными целителями, да, эту причину нужно убрать. И, наконец, третье – это сама технология. Да, какую бы способность мы ни брали, одни и те же принципы строения, одни и те же, по большому счету, механизмы работы. И, условно говоря, в этом механизме обязательно есть красная кнопка, называется «пуск». Да, куда концентрировать внимание, так, чтобы процесс пошел. Да, поэтому нужно знать, где красная кнопка. Что бы мы ни брали, обязательно любой процесс должен быть обеспечен энергией. Поэтому, когда мы запускаем способности, нужно понимать, какие там каналы, какие системы задействованы в том, чтобы энергию дать, чтобы энергия побежала. Когда мы понимаем вот эти механизмы, мы отслеживаем ощущения. Да, энергия дошла, достигли нужной кондиции, переходим к следующему шагу. Кнопочку нажали, энергия наполнили, следующий шаг, да, там, включаем, предположим, экран, да, и начинаем работать с экраном. Освоение техники, там, шаг такой самый простой, и дальше сложнее, 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 да, последовательно изучая весь арсенал. Примерно в таком режиме осваиваются и другие способности. То есть если мы понимаем, как система устроена, мы понимаем, как происходят там различные внутренние механизмы, мы можем их запускать, контролировать, в зависимости от того, какие происходят отклонения, то реагировать на эти отклонения и вести процесс к нормальной, позитивной работе. Да? Способность это не заложена в каждом человеке. Там, скажем, заснули, глаза закрыли, ваша душа не натыкается на углы в тонком мире, не набивает себе шишки, она видит, да, как этим пользоваться. Да? Но это другое состояние сознания. Задача медитация вначале научиться эти способности воспринимать, ценить, да, раскрывать и дальше уже правильно использовать для того, чтобы все основные возможности эзотерики стали для человека доступными. Хотелось бы пожелать, чтобы вот способности, вот часть же людей, когда они не понимают, как этими способностями пользоваться, они просто боятся, да, или там к ним там разные бывают события, какие-то там сущности приходят, пугают. Человек вместо того, чтобы совершать правильные действия, он просто боится, и то, над чем люди работают, иногда годами, у нас быстрее это на порядок, но иногда годами работают над открытием способностей, человек пытается их, наоборот, закрыть, хотя это дар свыше. Всем способности ценить, любить, жаждать, конечно, успешно раскрывать и правильно использовать во благо. Всего доброго.